Я больше так не могу. У меня нет сил что-либо делать. Я не знаю, чего я хочу. Узнали себя? Меня зовут Инна Беккер, я практикующий психолог, и сегодня мы говорим об усталости. От чего вы так устаете? Что нужно делать, чтобы вернуть свои жизненные силы и энергию? Уставший человек похож на путешественника. И сегодня мы в такой метафоре путешествия по разным ландшафтам рассмотрим стадии усталости. Каждой стадии будет соответствовать какое-то поведение, какое-то настроение, состояние. Ландшафты — это и будут те самые жизненные обстоятельства или изменения социальной роли. На первой стадии усталости, начинающейся усталости, можно обозначить как покинутый берег, когда путешественник отправляется в путь. Яркие признаки характерные: у него много энергии, часто он строит какие-то планы и ожидания, которые впоследствии могут не соответствовать реальности, потому что они будут завышены, они будут на вот этой вот эйфории начала. Какие жизненные ситуации можно сравнить с первой стадией? Это, конечно же, что-то новое, начало, новые отношения, новая работа, какой-то новый проект. Даже когда вы приезжаете в новую, другую страну, вы хотите в первый же день поглотить полностью все впечатления. На второй стадии наш путешественник попадает в пустыню, и, конечно же, он сталкивается уже с дискомфортом. У него возникает желание вернуться назад и, возможно, пересмотреть какие-то договоренности, пересмотреть какие-то планы. Но так как он уже вышел, еще сохраняется вот эта энергия. И для того, чтобы подпитаться, он уже делает небольшие паузы для того, чтобы как-то себя подбодрить. Он может делать паузы на кофе, какие-то энергетики, там, перекуры, что-то такое. Но чувство раздражительности, недовольства уже дает о себе знать. Это стадия таких рутинных действий, когда вот на первой стадии всего напланировали, цели набрали, и вот мы начинаем их реализовывать. Уже сил не так много, а мы видим, что работы, как говорится, непочатый край. Именно на второй стадии важно остановиться, пересмотреть свои цели и, возможно, что-то делегировать, что-то как-то вот растянуть во времени реализации, потому что вот первые звоночки уже они есть. Третья стадия выраженной усталости. Наш путешественник отправляется в сложный переход через горы. Здесь проявляется раздражение, негодование из-за событий и ситуаций, которые раньше такого раздражения не вызывали. Желание больше тратить времени на какие-то отвлекающие действия. Здесь человек может залипать в соцсети, чтобы как-то растождествиться с реальностью и расслабиться. Он понимает, что расслабиться он не может осознать, потому что очень много дел он себе напланировал. Но в то же самое время такая потребность есть. И часто здесь вот такой вот отдых, не совсем правильный, когда человек погружается в какую-то реальность, либо компьютерные игры. Тут же могут присоединяться какие-то зависимости. Здесь человек может как-то расслабляться, например, алкоголем. Сюда присоединяется, конечно же, и переедание, когда человек, чтобы расслабиться, успокоиться, дать себе эту передышку, начинает очень много есть жирной какой-то, либо сладкой, жирной пищи, чтобы получить как бы такое разрешение где-то полениться, полежать. Не возникает какой-то такой мысли остановиться, пересмотреть планы, делегировать что-то как-то разбросать. И вот на этой стадии усталость ощущается особенно ярко. Стадия четвертая — критической усталости. На этой стадии наш путешественник блукает в темном лесу. Ощущение физического и эмоционального истощения даже при малейших усилиях. Сильные перепады настроения от раздражения, безразличию. Здесь можно наблюдать угасание привычных жестов и мимики, затруднение мышления, некая такая дезориентация, когда человеку становится все равно на его внешний вид, отчасти, когда у него как будто вот такой потухший взгляд. Например, новая социальная роль мамы, например, от недосыпания, изменения полностью образа жизни. И если есть недостаток поддержки близких, то можно наблюдать женщину именно на этой стадии. Пятая стадия полной усталости. Это такое угасание, когда наш путешественник оказывается в непроходном лесу, он просто обессилен и практически лишен физических и эмоциональных ресурсов. Можно наблюдать желание отключиться от всех обязанностей и забот. Избегание социальных контактов и общения. Оно становится слишком утомительным для человека. Потеря интереса к хобби и увлечениям, которые раньше
раньше доставляли удовольствие. Такое состояние можно наблюдать в отношениях с очень сложным, эмоционально тяжелым партнером, когда есть в паре такие эмоциональные качели, и человек полностью эмоционально истощен. Если вы заметили эти признаки у себя или у ваших близких, то, конечно же, на это нужно обратить внимание и предпринять шаги для того, чтобы восстановить свои жизненные силы и энергию. Какие же физиологические признаки усталости можно наблюдать у человека? Первое – это гормональные изменения. Выработка кортизола вызывает бессонницу и снижает иммунитет. Адаптационный синдром. Долгосрочный стресс истощает ресурсы организма, вызывая хроническую усталость. Снижается чувствительность нейронов к стимуляции и развивается ангидония, то есть невозможность получать удовольствие. Например, если раньше вы были в предвкушении каких-нибудь праздников, вашего дня рождения или Рождества, или Нового года, или какого-то другого праздника, вы готовились и вы жили этим предвкушением, вы представляли, как вы будете там покупать подарки близким или что-то выбирать для себя, как вы будете организовывать этот праздник, то сейчас в состоянии вот такой вот усталости вы можете среагировать как, праздники, что как бы окей. Сердечно-сосудистые изменения. Стресс увеличивает артериальное давление и частоту сердцебиения. Можно наблюдать тахикардию и одышку. И, конечно же, иммунные изменения. Стресс снижает иммунитет и увеличивает уязвимость. При хронической усталости можно наблюдать частые простуды, например. Поэтому здесь очень важно исключить физическую составляющую усталости. У очень многих болезней стресс и усталость действительно являются симптомом. Поэтому прохождение чекапов раз в год, 2 раза в год будет очень-очень полезным. Итак, 5 советов по выходу из состояния усталости. Планирование и отдых. Ежедневное расписание с работой, отдыхом, физической нагрузкой и сном. Физическая нагрузка. Конечно же, когда вы уставшие, у вас нету возможности заниматься какими-то силовыми видами спорта или как-то себя нагружать физически. Обратите внимание на йогу, на пешие прогулки в парке где-нибудь на природе, что-нибудь средней или низкой активности. Сбалансированное питание с витаминами, минералами, без сахара и кофеина. Попробуйте хотя бы несколько дней. Не нужно давать себе таких невыполнимых задач, как все завтрашнего дня без сахара, без жирного, без сладкого, без кофеина. Попробуйте сегодня утром не выпить кофе, а выпить, например, стакан воды. Социальное общение, поддержка близких людей, которые способны вас поддержать в этот момент, будет смягчать усталость и улучшать ваше психическое состояние. Конечно, у наших близких не всегда есть ресурсы для того, чтобы нас поддержать. И тогда важным будет на этом этапе обратиться все-таки к специалисту. Вы знаете, не всегда возможно определить сразу причину вашей усталости. Дело в том, что это может быть связано с вашими психологическими защитами, которые не осознаются в моменте. Психика использует защитные механизмы для того, чтобы избегать или смягчать эмоциональную боль или дискомфорт. Но при этом они могут искажать реальность и наносить вред психическому здоровью и межличностным отношениям. И вместо решения проблемы они будут усугублять ее и вести к негативным последствиям. На моих консультациях мы разбираем, мы находим эти психологические деструктивные защиты и заменяем их на адаптивные и здоровые. Еще один способ избавления от усталости – это научиться управлять своим стрессом. Вам пригодятся практики дыхания. Я обучилась в одной из школ дыхания, и вы знаете, это было, наверное, самое лучшее, что я могла сделать для себя. Вы можете найти на просторах интернета техники дыхания и использовать их для самопомощи. Дыхание просто замечательно работает. Как же научиться отдыхать? Определите, какой вид отдыха для вас наиболее эффективный. Активный или спокойный. Чередуйте виды отдыха для комплексного восстановления. Например, если вы занимаетесь умственным трудом и вы сидите за компьютером весь день, делайте каждый час 10-минутные перерывы для того, чтобы сменить вид деятельности. Это будет для вас отдыхом. Если вы сидели перед компьютером, то эти 10 минут вы должны пройти прогуляться, не использовать никакие телефоны, гаджеты, то есть вы должны переключиться, позаниматься, возможно, йогой, послушать музыку. Если вы этот час работали физически, эти 10 минут вы можете уделить
какому-то интеллектуальному расслаблению, почитать книгу, например, или посмотреть какое-то полезное видео. Постепенно снижайте активность перед отдыхом. К отдыху тоже нужно готовиться, особенно к вечернему отдыху, к вашему сну, когда вы создаете такой ритуал. За час до сна вы уже не используете никакие гаджеты, вы отключаете всю электронику и идете в кровать, возможно, с какой-то книгой, а возможно, с медитативной музыкой, как вам нравится. Устраивайте себе детокс. Хотя бы 1 час в день не пользуйтесь никакими гаджетами. 1 день в неделю проведите на воде. 1 раз в месяц дайте себе возможность побыть в одиночестве. Изучайте практики дыхания и медитации для снятия стресса. Какой-то небольшой комплекс упражнений на растяжку 5 минут в день перед сном или утром. Вы даже удивитесь, насколько это улучшит ваше общее состояние. Конечно же, ваше творчество и хобби — это то, что будет наполнять вас ресурсом. Любой специалист вам скажет, что первое, что очень-очень-очень важно, это регулярный и здоровый сон. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, чтобы вы отдыхали на хорошем матрасе, в хорошей свежепроветренной комнате, чтобы рядом с вами не было никаких электроприборов, чтобы вы могли спокойно расслабиться и утром войти в новый день с новыми силами. Разбираясь в источниках усталости, мы сталкиваемся с более глубоким пониманием себя. Это не только понимание себя, а это еще и обучение. Вот, например, справляться со стрессом, понимать, что в моменте происходит, почему я беру сейчас на себя слишком много, получится ли у меня это все реализовать. В каждой такой кризисной, сложной, дискомфортной ситуации это еще одна ступенька к тому, чтобы лучше понять себя. Помните, что путь к сбалансированной, насыщенной, яркой и здоровой жизни начинается с вас, с понимания, саморефлексии и, конечно же, с действий. Я желаю вам счастья, жизненной энергии и сил.